Привет, друзья! Сегодня в Германии идет обсуждение, что приносит больше, работа или социальная помощь. Новые цифры уже все показали, но есть нюанс, о котором мало кто говорит. И это лишь первая тема, ведь в выпуске еще, как после 100 дней на посту канцлера Мерц оказался в центре неожиданных оценок, почему тысячи школьников все активнее выходят на работу, но при этом не имеют права на минимальную ставку, и что скрывается за проектом американской Pro Golden Dome стоимостью в сотни миллиардов. А еще мы разберем, к чему приведет реформа Бюргергельд и как торговые меры Соединенных Штатов Америки теперь бьют по собственным компаниям. Так что оставайтесь до конца, будет много неожиданного и полезного. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ни одну важную деталь. И давайте начнем с главного вопроса. Действительно ли работа всегда выгоднее выплат? Итак, в Германии обсуждается, действительно ли имеет смысл выходить на работу, если доступны социальные выплаты. Новое исследование института VSI при фонде имени Ханса Бёклера дает однозначный ответ. Работа на минимальной ставке выгоднее. Анализ показал, что одинокий человек, трудящийся полный рабочий день на минимальную зарплату, имеет в среднем на 557 евро больше в месяц, чем тот, кто получает социальную помощь Бюргергельд. Семьи с детьми выиграют еще больше. Одинокий родитель с одним ребенком получает при минимальной работе на целую сумму плюс 749 евро. Для пары с двумя детьми и одним работающим преимущество составляет 660 евро. Эти расчеты учитывают дополнительные выплаты, например, на жилье или на детей. Но различия есть в разных частях страны. В восточных регионах Германии преимущество работы над соцподдержкой даже немного выше. У одиноких оно составляет около 570 евро, тогда как на Западе порядка 549 евро. В городах с высокой арендной платой, такие как Мюнхен или Гамбург, разница меньше. Так в Мюнхене минимум работа с прибылью около 379 евро, в Гамбурге 493 евро. На фоне широкой дискуссии об уровне Бюргергельд исследовательское управление подчеркивает: внимание! Утверждение, будто работа невыгоднее выплат, не соответствует фактам. Напротив, работа всегда приносит больше, независимо от региона и состава семьи. А дальше важные новости Германии. После 100 дней на посту канцлера общественное восприятие Фридриха Мерца оказалось менее позитивным, чем ожидалось. Согласно исследованию Форса, большинство немцев не видят между ним и предыдущим канцлером значительной разницы. Только 31% респондентов заявили, что Фридрих Мерц лучше справляется с должностью, при этом 19% сочли, что он хуже, а целых 46% не заметили никакого отличия. Особенно заметна эта тенденция среди избирателей, которые не поддерживали его партию. Из приверженцев его коалиционных партнеров лишь 18% считают Мерца лучшим, 31% худшим, а почти половина нейтрально. Региональные различия тоже заметны. На востоке страны только 21% респондентов предпочли Мерца, тогда как 56% усматривают сходство с предыдущими временами. На западе отношение к Мерцу чуть более благосклонно, 33% высказались в его поддержку. Дополнительная тревогой стало отсутствие доверия к его способности управлять кризисом. Лишь 38% считают, что он справляется с предстоящими вызовами, тогда как большинство остается настроены скептически. И еще одна интересная новость в Германии. Все больше школьников ищут возможность подзаработать во время учебы. На работу устроились примерно 351 тысяча подростков в возрасте от 15 до 18 лет. В последние годы их число постепенно растет, однако детям до 18 лет без профессионального образования официально не положено минимальный заработный минимум, и это вызывает возмущение. Лидер левой партии Ян Ван Акен назвал ситуацию недопустимой. Цитата: «Для людей до 18 лет без профессионального образования законный минимальный уровень дохода не действует. Это скандал». По его мнению, государство не должно позволять компаниям использовать подростков в качестве дешевой силы. Ван Акен требует, чтобы минимальная ставка распространялась на всех, включая тех, кто еще учится и не имеет квалификации. Представительница ХДС, депутат Нора Зайц, заняла противоположную позицию. По ее словам, введение минимальной оплаты труда для школьников может обернуться нежелательными последствиями. Дополнительно бюрократия и сниженными возможностями для молодых людей получить первый опыт работы. Она подчеркнула, что главной задачей должна оставаться упрощение доступа к первому подработку без чрезмерных административных барьеров. И это еще не все. Соединенные Штаты Америки представили первые конкретные детали
амбициозного проекта системы противоракетной обороны под кодовым названием «Золотой купол» Golden Dome. Это предложение включает в себя архитектуру в 4 уровня: космическая подсистема для обнаружения и слежения за пусками ракет, а также 3 наземные слоя: радары, лазеры и комплексы противоракетной обороны. Одновременно планируется создание нового ракетного полигона в центральной части страны, а также размещение 11 батарей с короткодействующими перехватчиками по всей территории, включая Аляску и Гавайи. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 175 миллиардов долларов. При этом первоначальные вложения составляют около 25 миллиардов. Впервые подробности были представлены на мероприятии с участием сотен представителей оборонной компании, а именно в Хантсвилле, штат Алабама, в рамках сессии под названием Go Fast Think Big. Ведущий проекта генерал ВВС США Майк Гютлем получил 30 дней на формирование команды и 60 дней на подготовку первого базового проектного варианта. Проект официально находится на ранней стадии проработки, при этом рассматриваются элементы передовых технологий, введение в структуру лазеров, радарных станций и спецподразделений для быстрой реакции. Golden Dome задуман как продолжение идеи, заложенной израильской системы Iron Dome, но с гораздо шире охватами и возможностью отразить угрозы с воздуха и из космоса. А теперь новости о пособиях в Германии. Канцлер Фридрих Мерц пообещал реформу системы социальной поддержки Bürgergeld с целью значительной экономии бюджета. Союзники из его партии рассчитывают на сокращение расходов на миллиарды евро. Однако у социал-демократической партии СДПГ, которая отвечает за Министерство социальной политики, иной подход. Министр труда Бербель Бас СДПГ заявила, что от жестких санкций нельзя освобождать семьи с детьми. При этом она предлагает быстрее и эффективнее вводить санкции против тех, кто необоснованно игнорирует обязательства перед центрами занятости. Это должен быть принцип: просрочил, не получил помощь. Основная идея реформы – сохранить базовую поддержку, но сделать ее более целенаправленной и справедливой. При этом СДПГ выступает против пуристского подхода, базовую выплату отменять они не намерены, хотя не исключают изменения ее названия. Кроме того, партия настаивает на усиленной борьбе с мошенничеством при получении социальных выплат и предлагает наладить более эффективный обмен данными между ведомствами, чтобы предотвращать злоупотребление в системе. Таким образом, в коалиции формируется тонкая грань между пониманием необходимости реформ и защитой социально уязвимых групп. Мерц хочет мощных изменений, социал-демократическая партия Германии – осторожности и защиты слабых в обществе. И еще новость о торговых мерах. На этот раз Дональд Трамп, внимание, ввел пошлины, которые затронут и американские компании. Американское правительство заключило с компаниями Nvidia и AMD необычную сделку. Производителям разрешили вновь экспортировать продвинутые чипы искусственного интеллекта, но при этом обязывают отчислять 15% от выручки с продажи в одну из зарубежных стран. Финансовые власти заявили, что модель дохода, полученного таким образом, может быть расширена и на другие отрасли и таким образом приносить бюджету миллиарды дополнительных средств. Министр финансов назвал эту схему творческим решением и заявил о ее потенциале для дальнейшего использования. В администрации считают, что это поможет сохранить технологический приоритет страны и предотвратить попытки внедрения иностранных стандартов. Модель уже рассматривается как некий пилотный проект с возможностью распространения на новые направления. Эксперты отмечают потенциал такого подхода, но предупреждают о рисках. Подобная практика может создать прецедент, когда доступ к лицензиям и рынкам будет зависеть от договоренности, а не от рыночных механизмов или нормативов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.